Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас 23 июня, четверг. Как всегда, вы помните, у нас денежный четверг. И сегодня в этот день мы рекомендуем вам провести практику, чтобы избавиться от нищеты и безденежья. Как эту правильно практику провести, а также что нужно еще делать, друзья, далее все более подробно в этом видео. Вы знаете, сегодня день будет достаточно насыщенным, но в то же время пройдет спокойно и вряд ли принесет какие-то важные события и значительные перемены. Также сегодня подходящий день для того, чтобы подумать о чем-нибудь важном. Многие из вас смогут получить сегодня важную информацию раньше других и смогут ловко использовать это в своих интересах. Начало дня требует терпения. События в этот день будут развиваться очень медленно. И тех, кто привык мгновенно добиваться поставленных целей, наверняка будут разочарованы. Не стоит торопиться ни с решениями сегодня, ни с поступками. Постарайтесь в этот день изучить ситуацию, посмотрите на нее с разных сторон и подождите, пока ваша интуиция не подскажет, что же вам делать дальше. Сегодня совсем не нужно торопиться с воплощением в жизнь своих планов и идей. Также сегодня благоприятный момент наступит несколько позже. Сегодня очень часто вам придется заниматься не только своими делами, но и чужими. Но жаловаться вы вряд ли станете, а успеете дальше больше, чем вы планировали. У вас будет шанс вернуться к каким-то старым делам и довести их до конца, а также исправить допущенные ранее ошибки. Вы никуда не торопитесь и правильно делаете. Чем меньше суеты, тем лучших результатов вам удастся добиться. На работе придется много сейчас потрудиться, потому что наступил период отпусков. Не стоит нервничать по данному поводу. Планируйте каждый день. Это позволит справиться вам с нагрузкой. В офисе, конечно, не все будет так спокойно. Возможно, назревает конфликт с коллегами и придется начинать работу над новым и, возможно, сложным проектом. Коллеги завидуют вашим достижениям. Учтите это и старайтесь вести себя сдержанно и осмотрительно. Собственный здравый смысл подскажет вам, что лучше быть осторожным и никуда не торопиться. Если у вас есть сомнения в собственном профессионализме, просите поддержки у более опытных друзей, союзников. Ничего плохого в подобном подходе нет. Но не обращайтесь за помощью к завистникам и подхалимам. Вероятны приятные сегодня встречи и даже плодотворные переговоры. Не исключены заманчивые предложения. Вас ждут сегодня серьезные перемены, и они коснутся всех сфер вашей жизни. На работе ждет карьерный рост. Но новая должность потребует и новых знаний. Будьте готовы к этому, поэтому заблаговременно займитесь повышением своей квалификации. Запишитесь на курсы, как вариант полистайте, почитайте новинки в области своей деятельности. А если есть возможность, то попросите руководство отправить вас на курсы повышения квалификации. Серьезные вопросы обсуждать сейчас не стоит. Все равно найти выход или решение вряд ли вам удастся. Возможно, небольшие денежные поступления, скромные, но приятные подарки. Не исключено, что вам вернут старые долги или заплатят за какую-то проделанную работу. Вероятно, и небольшие расходы, и мелкие покупки, и вы знаете, они будут достаточно для вас удачными. Сегодня можно покупать инструменты и другие вещи, которые будут нужны для работы и творчества. Попытки улучшить свое финансовое положение не приведут ни к чему хорошему. Сегодня нежелательно заключать сделки, тратить деньги, а также обсуждать какие-либо финансовые вопросы. Вторая половина дня обещает быть более насыщенной. Она приносит новые идеи, которые носят исключительно практический характер, и воплотить их можно немедленно. Если вдруг у вас возникнут трудности, друзья охотно вам помогут преодолеть их. Но приносит она не только приятные события, но и в то же время конфликты. Даже самые спокойные люди сейчас остро реагируют на любые замечания, обижаются из-за пустяков и легко могут поддаваться на всевозможные провокации. Если вы мечтаете о собственном бизнесе, то настало время переходить от идей к разработке плана действий.
Проверяйте информацию, старайтесь просчитывать каждый свой шаг. Это позволит вам укрепиться и приблизиться к своей финансовой независимости. Но не опасайтесь сейчас конкурентов, проявляйте осторожность в общении со случайными знакомыми. Очень полезно будет мысленно вернуться к каким-то событиям прошлого и проанализировать их. Не исключено, что вы поймете, где вы совершили ошибку и больше не допустите таких промахов. У вас будет возможность помириться с теми, с кем вы были в ссоре, и восстановить свои старые связи. Давние знакомые будут рады повидаться с вами. Вечер сейчас очень будет подходить для учебы, для сбора информации, а также творчества. В это время вам нетрудно будет по-новому взглянуть на какие-то привычные вещи, заметить то, на что прежде никто не обращал внимания. Избегайте домашних ссор, даже если кажется, что близкие вас незаслуженно критикуют. Не спорьте с ними и не копите свои обиды. Отвлечься от проблем поможет хобби. Рисуйте, вышивайте. Если есть дача, займитесь как вариант за благоустройством своего участка. Будет время и возможность хорошо отдохнуть, а также провести время с друзьями, поговорить о чем-то приятном и интересном. Период хороший и для улучшения жилищных условий. Можете покупать недвижимость, сделка окажется очень выгодной. Если без ипотеки вам не обойтись, еще раз сравните предложения банков и выберите для себя наиболее приемлемое. Хорошо складываются сейчас поездки. Вы легко находите общий язык с окружающими людьми и многим этим и нравитесь. Не исключено, что кто-то влюбится в вас с первого взгляда и, возможно, совершенно потеряет голову. Во всем, что касается личных отношений, стоит полагаться на интуицию. Сегодня ее подсказки будут очень точны. Вечер отлично подходит для того, чтобы устроить романтический сюрприз любимому человеку. В отношениях с любимым человеком вероятны трудности. Причина – ваша излишняя подозрительность и придирчивость. Поэтому очень важно, чтобы вы пересмотрели свое поведение, иначе можете остаться в одиночестве. Не всегда легко найти общий язык с любимым человеком, порой он понимает вас, к сожалению, неправильно и может делать какие-то неприятные замечания. По лунному календарю нас с вами ожидает 23 и 24 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Телец. В этот день продолжайте уже все начатые вами дела. Вы можете в этот день хорошо, если будете отдавать долги, выбрасывайте хлам, мусор. Было бы здорово, если вы в этот день провели бы уборочку в доме и в офисе. Также обращаем ваше внимание, так как у нас сейчас Луна убывающая, но находится в денежном знаке зодиака Телец, поэтому вы можете проводить практики, ритуалы, обряды, которые помогут обрести вам богатство и процветание. Также обращаем ваше внимание, что в этот день воздержитесь от общения с людьми, которые несут негатив в ваш мир. Поэтому это очень важно. И как мы в начале видео сказали, сегодня с помощью одной практики в этот денежный четверг вы можете прогнать бедность из своего дома. Для этого в любое время 23 июня возьмите стакан, налейте в него водичку. Далее и скажите определенные волшебные слова. Нужно сделать это над стаканом. Произнести эти слова ровно 3 раза, а затем медленно нужно лить водичку. Например, можете на землю, например, из окна, или выливать такую воду в унитаз. А слова, друзья, звучат следующим образом. Бедность рядом ходила, да в воду угодила. Эту воду выливаю, бедность от себя отгоняю. Помним, произносим эти слова 3 раза. После того, как вы вылили, этот стакан обязательно вымойте солью. Также обращаем ваше особое внимание, что с этого стакана ни в коем случае нельзя будет пить. Есть желание, то в любом случае, и хотите выбросить этот стакан, для начала его вымойте солью, очистите и только после этого выбрасывайте на мусорку. Или оставьте для проведения каких-то следующих ритуалов и практик. И вы увидите, как результат произведет
перевернет все ваши ожидания и приятно вас удивит. Друзья, всем денежного благополучия, всем достатка. Мы вам желаем, чтобы этот день прошел для вас благополучно, удачно, успешно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, намного полезной, важной, нужной и интересной информации. Всех вам благ. Услышимся, друзья, уже с вами в следующем видео.